Планета Земля, на которой мы живем, является одной из планет, одной из множества планет в этой Вселенной. Like we see in the sky so many stars. В небе мы видим очень много звезд. So those are planets, all within one particular universe. И все это разные планеты в одной Вселенной. In the Vedas, a universe is called a Brahmanda. Во Вселенной планета называется Браманда. And that's after Lord Brahma, who's the sub-creator. И она названа в честь Господа Брамы, который является вторичным Творцом. So there are trillions of universes. И существует триллионы разных вселенных. And in each universe, trillions of planets. В каждой вселенной есть триллионы планет. There are more universes than there are grains of sand in the desert. Вселенных больше, чем песчинок в пустыне. More universes than there are drops of water in the ocean. И вселенных больше, чем капель в океане. Unlimited, there's no number. Бесконечное число, их нельзя сосчитать. And all of this has a cause. И все это имеет свою причину. The cause is God. И причиной является Бог. The original person, Govindamadi Purusham Tamahamajanmi. Изначальная личность, Говиндамади Пурушам Тамахам Баджами. Adi, original. Ади, изначальная. Purush, Пуруш, person. личность. Yeah. The Srila Bhaktisiddhanta says the absolute truth is a living person, not an abstract principle. Шрила Бхактисиддханта сказала, что абсолютная истина — это живая личность, а не какой-то абстрактный принцип. Like we're living in Alches. Мы живем в Алчевске. Now, did Alches just happen by chance? Or did it... How was it created, Alches? Появился ли Алчевск благодаря какому-то случаю, без всякого плана, или все же за этим стоял какой-то план? Как он появился? One day it just appeared? Просто в один день вдруг раз и все появилось. A big factory? Это большая фабрика, All the flats? все квартиры. No, it required human beings. Для этого нужны были люди, They designed the city, которые бы спланировали город, and then architects, затем архитекторы, and then builders, строители, engineers, so many different people. инженеры и множество других разных людей. So this creation also requires a person. Точно так же это творение требует присутствия, участия какой-то личности. But this creation is far more complicated than Alches. Однако наша Вселенная является творением гораздо более сложным, чем Алчевск. So it requires a very special person to create the creation. Поэтому она требует очень особой личности, чтобы создать ее. In other words, the supreme person. Другими словами, верховную личность. I'm giving you arguments for the existence of God. И есть также возражения против существования Бога. So it's very logical that there's a supreme being behind this creation. Это логично, очевидно, что за всем этим творением стоит верховное существо. Now, the atheists, they say evolution. Атеисты говорят, что за всем стоит эволюция. That different species just evolved over many years. За множество лет разные виды эволюционировали более высокие. And they say originally there was a big explosion. И говорят, что изначально был какой-то большой взрыв. And then it cooled down, and that became the planets. Затем все это подостыло, и получились планеты. And then somehow or other, by material combination, life came about. И так или иначе, благодаря сочетаниям каких-то материальных элементов, проявилась жизнь. And we evolved from fish. И затем мы эволюционировали из рыбы. So we have an argument there. Мы, конечно, можем возразить. That they ask us, and they say, who is responsible for creation?
Они спрашивают, задают нам вопрос, кто отвечает за все творение? We say God. Мы говорим Бог. We call him Krishna. Мы его называем Кришна. Then they argue, well then who created Krishna? Они говорят тогда, а кто создал Кришну? How do we answer them? И как мы на это отвечаем? He's eternal. Он вечный. He has no creator. У него нет Творца. He's eternal. Он вечный. Then they laugh. Они смеются. They say that's not logical. Они говорят, ха-ха-ха, нелогично. So then we say, what's your answer? What's your scenario? Мы говорим, ну ладно, своим сценарием поделитесь. They say, well, there was a big explosion Они говорят, был какой-то большой взрыв some 5 billion years ago. 5 миллиардов лет назад. Now this is interesting because no one videoed it. Интересно, что на камеру никто не заснял этот взрыв. Leelanath was not videoing it at the time. В то время Лиланат как-то упустил этот шанс заснять все это. This is 5 billion years ago. Всего 5 миллиардов лет назад было. Now, you answer me this question. Вы мне на один вопрос ответите. In order to have an explosion, what do you require? Чтобы взрыв произошло, что нужно? Взорвать. Chemicals? Нужны какие-то химические элементы. Ingredients. Нужны какие-то ингредиенты. When I was young, I used to make my own fireworks. Когда я был еще маленьким, я делал сам фейерверки. I was a wild boy. Я был таким, как сказать, ну, то есть таким активным ребенком. Папа военный. I'm still quite wild. Я до сих пор достаточно такой активный. I got this wild side to me, У меня есть эта такая сторона but активная. I control it. Но я ее контролирую, Because now I'm a Swami. потому что я сейчас с вами. Swamis are supposed to be peaceful. С вами должен быть таким умиротворенным. Shanti, shanti, shanti. So when I was young, I used to make fireworks. Но когда я был еще ребенком, я делал фейерверки. I nearly blew myself up once. Однажды чуть себя не подорвал. And one of my friends did blow himself up. Один мой друг все-таки подорвался He died. и погиб. So I remember making fireworks. И вот помню, как я делал эти фейерверки. Potassium nitrate, sulfur, charcoal. Я использовал там разные ингредиенты химические. Potassium nitrate, Кто у нас тут есть специалист по химическим терминам? one of the elements. Ну, то есть у нас это селитра. Another one wild. So lots of wild people in our church. В Волшебске тут тоже есть такие любители. And then there's lots of wild people in Lugansk as well. В Луганске, наверное, тоже полно их. You put them together, you have a wild party. Если всех вместе соединить, то будет довольно такие интересные вечеринки. I think Brajamani is the wildest of them all. Из всех Раджамани, похоже, самый активный. Especially Mahabhakti. Особенности Махабхакти. She's way out of control. Она вообще не подвластна контролю. I'm wondering, does she control her husband or does her husband control her? И мне интересно, кто контролирует мужа? Или кто кого контролирует? Она мужа или он ее? I'm looking, Смотри. I'm observing. Смотри как раз. So, yeah, we challenge the atheists. Мы бросаем вызов атеистам. All right. So, for an explosion, you need chemicals. Мы говорим, что для того, чтобы произошел взрыв, нужны хоть какие-то элементы, You need ingredients. нужны какие-то составляющие. So, where do they come from? Откуда же они появились? And they say, well, they always existed. Они говорят, ну они всегда существовали. Now, you see the fallacy? Видите, какой недостаток, да? We say God always existed, and they laugh.
мы говорим, что Бог всегда существовал, и они смеются. And we say you have to be scientific. А вы говорите, они говорят, ну надо же хоть чуть-чуть как-то быть научными. And then they say, well, you know, these chemicals always А exist. сами в свою очередь говорят, что эти химикаты, все эти составляющие вечно существовали. Where's the difference? В чем разница? So this idea of evolution, it's really not substantiated. Поэтому вся эта теория эволюции не имеет под собой ничего Behind особенного. this creation is a supreme person. Потому что за всем этим творением стоит Верховная Личность. Srila Bhaktisiddhanta said the absolute truth is a living person. Шрила Бхактисиданта сказал, что абсолютная истина — это живая личность, He's not an abstract principle. не является абстрактным принципом. Some people say, well, God is light, Некоторые люди говорят, что Бог — это свет, God is energy, Бог — это энергия, God is love. Бог — это любовь. So that's true, Это правда. but He's more than that also. Но Он больше, чем все это также. So even Albert Einstein, who many atheists revere, И Альберт Эйнштейн, которого уважают многие атеисты, and he wrote to Max Muller in 1931. в 1931 году он написал Максу Мюллеру. He wrote a paper called Science, Religion and Philosophy. Написал статью «Наука, религия и философия». And he said, science without religion is lame. Он говорит, что наука без религии хрома, And religion without science is blind. а религия без науки слепа. So Prabhupada also said the same. И Прабхупад говорил практически то же самое. Yeah. He said philosophy without religion is mental speculation. Потому что философия без религии — это умственные измышления, And philosophy without religion, and religion without philosophy is sentiment. а религия без философии — это сентимент. So the Vedic scriptures are both science, philosophy and religion. И ведические писания включают в себя как науку, так и религию и философию. They're very logical. Они очень логичны. What's the definition of science? Каково определение науки? Science means you put forward a theory, Наука означает, что мы выдвигаем какую-то теорию, like if you mix two particles of hydrogen with one particle of oxygen, you get water. например, что если вы смешаете две частички водорода с одной частицей кислорода, то получится вода. So science means first of all a theory, И поэтому наука прежде всего означает теория. and then a method to put it into practice. И затем уже находится какой-то метод, как это все доказать на практике. And then you get a result, Тогда вы получаете результат. and the conclusion of the experiment is consistent. The same time, it always happens the same time. И результаты как бы этого эксперимента всегда должны быть одними и тем же. And this is science. Вот это наука. Friends, and I gave the example. You mix two atoms of hydrogen with one oxygen. Например, вот мы смешиваем две части водорода с одной частью кислорода. You get water. Получаем воду. Now that's a science. You always get water. И это наука. Вы всегда будем получать воду. If you don't get water, it means you've done it wrong. Но если мы не получаем в результате воду, то значит, что сделали что-то неправильно. So bhakti yoga is a science. И точно так же бхакти-йога — это наука. If you follow the experiment properly, you'll always get the result. Если вы правильно будете следовать этому эксперименту, всегда получите результат. And what is the result? И какой результат? Gradually become self-realized. Постепенно вы станете самоосознавшими себя You личностью. realize that you're not this body, you're the soul. Вы осознаете, что вы не являетесь этим телом, а являетесь душой. You realize some qualities of the supreme soul of God. Вы осознаете качество Верховного Господа, Бога. It's a science. Это наука. So there's mechanistic science and non-mechanistic science. Но есть механистическая наука и не механистическая. Mechanistic means you can measure it. Механистическая — это означает, мы можем измерить это. Like they measure light particles. Как измеряют частицы света. But non-mechanistic is also a science. Но не механистическая наука также наука.
So we are following a non-mechanistic science. И мы следуем не механистической науке. But it's a science. Но тем не менее это наука. All of you, to one degree or another, have experienced your spiritual nature. Каждый из вас до той или иной степени ощутил собственную духовную природу. You're not imagining this. Вы это все не выдумываете. You've all had some genuine realization. У вас у всех были какие-то истинные духовные понимания. You're putting this experiment into practice. Вы приводите этот эксперимент, совершаете этот эксперимент на практике. What are the conditions of the experiment? И каковы же условия этого эксперимента? You follow the four regulative principles. Вы следуете 4 регулирующим принципам. There are certain things you don't do. Некоторые вещи, есть те вещи, которые вы не делаете. And certain things you do, like chant. И есть некоторые вещи, которые мы должны делать. Например, повторять Святое Имя. And it's a science. Definitely you'll begin to realize your spiritual nature. И это наука. И без сомнения мы начнем в ходе этого эксперимента осознавать свою духовную природу. And it works every single time. И всегда это срабатывает всегда. You begin to realize that you are not this body, you're the soul. Мы начнем осознавать, что мы не являемся этим телом, что мы душа. You begin to realize the body goes through changes. Мы осознаем, что тело претерпевает изменения. How many changes? Сколько изменений? 6. 6. It's born, Оно рождается, grows, растет, maintains, сохраняется в определенном состоянии, produces byproducts, производит детей, children, dwindles, затем увядает and dies. и умирает. So you begin to realize that the soul does not go through any changes. И также вы осознаете, что душа не претерпевает никаких изменений. The soul is eternal. Душа вечна. Just like you change your clothes, Точно так же, как мы меняем свою одежду, you can change your bodies. мы можем сменить свои тела. Tomorrow you may go to a funeral. Завтра мы можем пойти на какие-то похороны. And you wear like formal clothes. И можем одеть такую официальную одежду. And then you may go to Crimea beach, and then you wear beach wear. Если мы, например, в Крыму на пляже, то мы там носим одежду, предназначенную для And пляжа. in the winter you wear thick clothes to keep warm. А зимой носим теплую одежду, чтобы не замерзнуть. You change your clothes Таким образом мы меняем одежду. day to day, week to week. Каждый день, неделю за неделей. So you change your bodies. Также мы меняем свои тела. And when the clothing gets old and worn, you throw it away. И когда одежда изнашивается, становится старой, мы ее выкидываем. So when the body gets old and finished, then the soul leaves the body. И когда тело стареет и уже не приспособлено для жизни, то мы его меняем, покидаем его. And if you're wearing yellow clothes or brown clothes, you're not a yellow person. Если мы носим желтую одежду или коричневую одежду, то мы не являемся желтой или коричневой личностью. People identify with their body. Люди отождествляют себя с телом. I'm a woman, I'm a man. Я мужчина или женщина. I'm Ukrainian, I'm American. Я украинец, американец. No. Нет. You are the soul, the life force within the body. Вы являетесь душой, жизненной силой в этом теле. This is called knowledge. Это называется знание. This is real knowledge. Это истинное знание. Not, going to university and learning IT. Это не то, что мы просто идем в университет и получаем ученую степень. Accountancy. Получаем образование какое-то высшее. I mean, we may have to do that to take a job to make money, but that's not the goal of life. Нам нужно это сделать для того, чтобы получить работу и зарабатывать деньги, но это не высшая цель жизни. Goal of life is to cultivate real spiritual knowledge. Цель жизни – это развивать истинное духовное знание. And this Krishna consciousness movement is the only organization that's actually teaching this. И этому учит практически единственное движение сознания Кришны. You may say, well, in Ukraine so many churches. Можно сказать, что на Украине есть множество разных церквей. Or in throughout the world, synagogues, mosques. Во всем мире есть множество синагог, мечетей. But they're not teaching transcendental knowledge. Но они не обучают трансцендентному знанию. It's very unfortunate. Это к большому сожалению.
You know, people can go to church and not know anything about the soul. Люди могут ходить в церковь, но ничего не знать о душе. Where I live in England, next week I'm staying with my mother. В следующей неделе я поеду в Англию, чтобы провести неделю со своей мамой. I phoned my mother yesterday night. Вчера вечером я звонил ей. It was her birthday. Вчера был у нее день рождения. 82. Ей 82. So I said, I'm in Alches. Я сказал ей, я Волчевский. She said, where's Alches? Она говорит, а где это Алчевск? I said, Alches is very famous. Я сказал, ты что, Алчевск это очень известный город. Очень известный. Famous. Two reasons. По двум причинам. Got a big factory. Там есть большая фабрика, And everyone's mad. и все там без ума. Now I told her about the big factory. И я рассказал о большой фабрике. So when I was staying in the house and I looked out of the window one time and I saw the local pastor. Когда я был в Англии, однажды я посмотрел в окно, увидел там местного пастора. Because there's a church up the road. Там напротив находится церковь. My mother sometimes goes to the church. Моя мама иногда ходит в церковь. Sometimes means Christmas Day once a year. Иногда это значит один день в году на Рождество. So she waved at the pastor. И она помахала рукой пастору. A big fat man. Большой, полный мужчина. Very jolly. Такой радостный. My mother said, "Oh, there's the pastor." И мама сказала, а вот наш пастор. Oh, very religious man. Очень религиозный человек. He likes his brandy though. Vodka. Ему нравится пить бренди, водку. Yeah. So people, they go to the churches, even the temples, Hindus, the Muslims go to the mosque. But they don't have this spiritual knowledge. И люди ходят в церкви, ходят в храмы, ходят в синагоги, в мечети, но тем не менее они не обладают духовным знанием. You know, there's a big problem now in the Anglican Church. Сейчас большая проблема в английской церкви. And it's about the pastors, bishops, getting married to each other. И это проблема из-за того, что пасторы или бишопы, они женятся друг на друге. And they're doing it. Они это делают. Every 10 years, the Anglican Church has a big meeting. Каждые 10 лет английская церковь собирает большое собрание. And it's now. It's like this month, July. Вот она будет в этом месяце, в июле. They call it the Lambeth Conference. Называется там конференция Лэмбас. So, 2 months ago, two of the bishops, two of the priests, И 2 месяца назад двое этих священников, quite high up in the Anglican Church, вот, которые занимали достаточно высокие посты в этой церкви, these two men officially got married in an Anglican church. они официально заключили брак, находясь в рамках этой церкви. So this is promising to cause a split in the Anglican religion. И это ожидается приведет к расколу в этой церкви, в этой религии. Because some people support and some people don't. Поскольку некоторые люди одобряют это, некоторые нет. And some countries are authorizing, they're making same-sex marriage legal. В некоторых странах законными считаются однополые браки. Like in Africa, there is in Africa there's like 50 countries. В Африке есть около 50 стран. Only one country has same-sex marriage И legal. только в одной стране однополый брак считается легальным. And funnily enough, that's South Africa. И вот так интересно, что это Южная Африка. So, you know, in the name of religion, 2 men marrying, 2 women marrying. И прикрываясь именем религии, 2 мужчин заключают брак или 2 женщин. This is not religion. Это не совсем то, что религия. It may go on, but we can't be so bold as to think that, you know, God is authorizing this. Это может иметь место, но мы не должны
быть настолько дерзки, чтобы заявлять, что Бог все это одобряет. So people just don't have any spiritual knowledge. Просто у людей нет особо духовного знания. And it's a problem. В этом проблема. And in the name of religion, they're so sinful. И во имя религии они совершают всевозможные грехи. Isn't it abortions? Совершают аборты, Killing the cow. убивают коров. You know, in North America, they slaughter 90,000 cows every day. И в Северной Америке 90 тысяч коров убивают каждый день. It's every day. Каждый день. So-called religious, Поэтому это так называемая религия, but not really. не настоящая. So, real knowledge, real religion means to follow the laws of God. Истинная религия означает следовать законам Бога. And the laws of God are very straightforward. И законы Бога достаточно прямы. In the Bible, in Exodus, it says, "Thou shalt not kill." В Библии в заповедях говорится, что не надо убивать. The Hebrews lo tirzak. Thou shalt not kill. Это закон такой, первая заповедь, не убей. Now that means not just human beings, but also animals. И здесь имеется в виду не только людей, но также и животных. And in St. Luke, in the Old Testament, И также в Старом Завете it said that one who kills an ox is the same as if he killed a human being. Killing тот, кто убивает быка или вола, то он все равно что равен тому, кто убивает человека. And then if you look at the Genesis, this is Old Testament, first chapter. И если посмотреть в Старом Завете, в первой главе, It's text 28, text 29. 28-29 текст, It is said that the food for human beings shall be fruits and grains. там говорится, что пищей для человека должны быть фрукты и зерновые. But, you know, the so-called Christians twist it around. Однако так называемые христиане все это поизменяли. And we can't just blame Christians. There are many Hindus who twist around the Bhagavad Gita. Но мы не можем обвинять только христиан. Есть множество хинду, которые изменяли все в Бхагавад-гите. It's interesting that there is proof that Jesus went to India. Интересно, что есть доказательства того, что Иисус был в Индии. Between the ages of 12 and 30, this is the unknown period of Jesus' life. От 12 до 30 лет неизвестный период жизни Иисуса. So funnily enough, it was a Russian journalist. И один русский журналист, Forget his name. забыл, как его зовут, Kovovich, something. Natolovich, who wrote a book in 1896. No, 1894. написал книгу в 1894 году. And this book was, he went to, he found some inscriptions carved in rock. Он нашел некоторые записи, которые были высечены в камне In Kashmir, в Кашмире, which is India, которая является Индией. describing how Jesus visited India. И там описывалось, как Иисус посещал Индию. He also visited many other places, but spent 5 or 6 years in India. Он посещал также другие места, но около 5-6 лет провел в Индии. In Benares and Jagannath Puri. В Бенарисе и в Джаганатхапуре. And this is documented from this information that was found scribed on rocks and in Kashmir. И все это было задокументировано с этих надписей, высеченных в камне, которые находятся в Кашмире. And the book he wrote was called The Unknown Years of Jesus Christ. И он написал книгу «Неизвестные годы Иисуса Христа». Then, 12 years later, a famous man wrote a book on that book. И затем, 12 лет спустя, один известный человек написал книгу на эту книгу. And he called it The Aquarian Gospel. И назвал ее... He called it The Aquarian Gospel. Как это назвал? But
it's just based on the first book. Она основана на первой книге. Yeah. And his name was Dowling. Его звали Даулин. Yeah. Levi Dowling, an American. Американец. But his book was based on Novovich, Его книга была основана на книге who had Нововича, proof that Jesus went to India. у которого были доказательства, что Иисус был в Индии. And we understand Jesus was a vegetarian. И мы понимаем, мы знаем о том, что Иисус был вегетарианцем. There's a sect, Christian sect, they're called the Essenes. Есть одна секта христианская, которая называется Essenes. It's called the Essenes. Асин. And they're very strict. Они очень строги. They don't eat meat, fish. Они не едят мясо, рыбу, They яйца. don't carry weapons. Они не носят оружие. They wander around like mendicants preaching. Они путешествуют повсюду, как странники, и проповедуют. And apparently Jesus was born into this Essene sect. И Иисус был... Есть информация, что Иисус был рожден в этой, принадлежал к этой секте. But in the 16th chapter of the Bhagavad Gita, В 16 главе Бхагавад-гиты, which is called the divine and demoniac, которая называется «Божественные и демонические личности», it describes divine people and demoniac people. описываются божественные личности и демонические. It mentions that religion will be accepted as irreligion, and irreligion will be accepted as religion. Пишется, что безрелигиозность будут люди принимать за религию, а религию будут считать безбожием. So people accept Krishna consciousness as irreligion. И люди считают сознание Кришны безбожием, Some people do. некоторые люди. And, so-called, like the Polish Orthodox, Russian Orthodox Church, they accept that as real religion. А некоторые церкви, такие как русская православная или польская православная церковь, считают истинной религией. Yeah. So this is the Kali Yuga. Это сейчас следствие Кали-юги. We can expect bad things in the Kali Yuga. Поэтому мы ожидаем, что в Кали-югу будут происходить какие-то плохие Because the вещи. Kali Yuga is like the winter. Потому что Кали-юга как зима. Now you tell me in Ukraine, how is the winter? Можете мне рассказать, на Украине какая зима? Приятная? Nice? Хорошая? Хорошо? Всем нравится? Horrible. Это неприятная вещь. Is there anything you can do about the winter? И можем мы что-то поделать с этой погодой? No, it just comes. Просто она наступает и все. Kali Yuga is like winter. Кали-юга это как зима. And we're at the beginning of the winter. Мы еще и находимся в начале этой зимы. It's going to get a lot worse. Будет гораздо хуже. And we've seen it over the last 10, 20 years. И мы видели это все за последние 10-20 лет. The quality of our life is going down. Качество нашей жизни ухудшается. More stress, Больше стрессов, more anxiety, больше беспокойств, more fear. больше страха. Although we have more electrical, we have more material objects like cameras and satellite dish. Хотя у нас сейчас больше разных материальных, электрических, каких-то электронных объектов, видеокамеры, спутниковые тарелки. Everyone has a cell phone. Сейчас у каждого мобильный телефон, Sometimes two cell phones. иногда 2 телефона. And it's like my sister in England. She has 7 TVs in her house. Вот, например, у моей сестры в Англии 7 телевизоров в доме. I think she's got one in the toilet. Я думаю, похоже, один у нее даже в туалете есть. She's not rich, Она не богатая, but she's got 7 TVs. но у нее 7 телевизоров. So, you turn the TV on, Вы включаете телевизор, and what is it? и что там? It's sex, Там все про секс, murder, убийство, drugs, наркотики, violence, насилие. and then you get CNN. И также есть канал CNN. They tell you, oh, earthquake, Говорят, было землетрясение, 5,000 people died. погибло 5000 человек. Oh, cyclone Был циклон in Burma. на Бирме. Oh, a monsoon in Pakistan. Ливень в Пакистане. Israel, Palestine, fighting, people killed.
конфликты между Израилем и Палестиной, погибли люди. They like to tell you the bad information. Им нравится сообщать людям всю плохую информацию. Nothing good. Ничего хорошего. And then they have a slogan, У них есть девиз CNN, be the first to know. у CNN. Будьте первыми, кто это узнает. Why do you want to be the first to know? А что бы вам хотелось быть первым, кто это узнает? Are you interested in knowing about the cyclone Вам интересно узнать о циклоне in South America? в Южной Америке? Or a tidal wave in Indonesia? Или о цунами в Индонезии? Or a bomb goes off in Baghdad? Или в Багдаде взорвалась бомба? Is it interesting? Вам это сильно интересно? I think it's quite depressing. Я думаю, это достаточно все удручающе. Why do you need to know that? Зачем вам это нужно знать? And then the CNN is having the pictures of war И у CNN есть изображение войны, and fighting. разных сражений. And then down the bottom, sometimes there's a strip that shoots by and that tells you something else. И иногда там еще внизу идет бегущая строка, которая говорит еще о чем-то другом. It's like you're looking at that, fighting, Вы смотрите на военные действия, going on in которые происходят Thailand, в Таиланде. and then the strip is telling you about fighting going on in Colombia. А внизу бегущая строка рассказывает вам о том, что такая же война происходит в Колумбии. It's like over-information. Это чрезмерная перенасыщенность информации. It's going all into your head, И все это вам в голову всыпается. screwing you up, И все там в голове закручивается. increasing stress, Все это увеличивает стресс, anxiety. беспокойство. And because his mind is like stressed and anxiety, comes out in the form of disease. И поскольку ум в беспокойстве, все это волнует нас, это проявляется затем внешне в форме болезней. So the quality of our life is going down. Поэтому качество нашей жизни ухудшается. Although materially we may be surrounding ourselves with more objects. Хотя с материальной точки зрения мы, может быть, окружаем себя все большими объектами для каких-то наслаждений. It's an illusion. Но это все иллюзия. The illusion is that I think I'll get happiness from these objects. Иллюзия заключается в том, что мы думаем, что мы получим счастье от всех этих объектов. Double-story house. От двухэтажного дома. You know, in the West now, the big thing now is you have garage, but 3 garages. Сейчас очень популярным на Западе является иметь 3 гаража. It's the in thing now. Сейчас это такая You may очень only have 1 car, модная вещь. Машина у вас может быть только одна, 3 garages. но гаража должно быть 3. Not 2. Не 2, 3. And in South Africa, so many people, they have swimming pool. И в Южной Африке очень многих людей есть бассейны. It'll be half the size of this garden. Где-то наполовину, размером с половину этого сада. They never use it. Они их никогда не используют. It's just to look at. Просто чтобы смотреть на них. That's all. И все. South Africa leads the world in swimming pool technology. Южная Африка превосходит всех в мире по технологиям плавательных бассейнов. Because there's more swimming pools per capita than any other country in the world. Потому что в столице больше всего бассейнов, чем в любой другой столице мира. It also leads the world in bank security. Также занимает ведущее место в мире по охране в банке. So many people try to raid the bank with guns. Поскольку очень много людей пытаются грабить банки вооруженным способом. So the quality of our life is going down. Поэтому качество нашей жизни ухудшается. Because we're getting more involved in materialistic activities. Потому что мы все больше и больше занимаемся материалистической деятельностью. What is material life? И что такое материальная жизнь? Fast life and no thinking. Быстрая, суматошная жизнь и никаких мыслей. And then what do we have? Spiritual life. А что у нас в духовной жизни? The opposite. Наоборот. It's a more simple life. Более простая жизнь. Cultivate high thoughts. Однако, когда мы развиваем внутри себя более возвышенные мысли, When you acquire lots of material objects, когда у нас есть слишком много материальных объектов, you know, many cars, есть много машин, DVDs, TV screens, телевизоров, cell DVD, phones, computers, мобильных компьютеров, all the latest technology. все последние технологии. You think that you own it, but actually
that technology owns you. Мы думаем, что мы владеем этими вещами, но на самом деле они владеют нами. These material objects control you. Все эти материальные объекты контролируют You вас. can't do anything without them. Вы уже ничего не можете делать без них. You're totally dependent Вы on them. полностью зависите от них. It's just two mad people. Двое каких-то сумасшедших. Поливает помидоры. И собака. Very nice. So, simple living, high thinking. У нас простая жизнь, возвышенное мышление. This is Krishna consciousness. Это сознание Кришны. Why complicate your life? Зачем усложнять свою жизнь? Make it simple. Нужно сделать ее простой. Just rise early in the morning, chant, Вставать рано утром, повторять Святое Имя, try to read scripture, читать Писание, try to make a simple life. пытаться сделать жизнь достаточно простой. Don't try to have goals which are temporary and illusionary. Не надо ставить перед собой цели, которые временные и иллюзорны. It's like in America now, you know, they're having elections, Сейчас в Америке проходят выборы November. в ноябре. Democrats against Republicans. Демократы против республиканцев. And the big Democrat is Obama. И представителем демократов является Обама. He's in a black body. У него темное тело. First time ever that there may be a black president of America. Это первый раз, когда, может быть, будет темный президент Америки. And the Republican nominee is John McCain. Представителем республиканцев является Джон Маккейн. He wants to be the president of America. He's 71 years old. Он хочет быть президентом Америки, ему 71 год. It's little. That's overdoing. Это уже чересчур. When you're 70, you should be getting ready to chant 1 lakh of rounds a day. И когда вам 70, вы уже должны, по крайней мере, повторять 1 лак святых имен в день. You should be getting ready to live in Vrindavan. Нужно готовиться к тому, чтобы жить во Вриндаване, в Майяпуре. I mean, unless you're a Shakti Vesh avatar like Prabhupada. Если вы, конечно, не Шакти Веш Аватара, как Прабхупада. And then at 70, he left Vrindavan and went to preach in the West. А он в 70 лет покинул Вриндаван и поехал проповедовать на Запад. But he spent his whole life practicing Krishna Но consciousness. он провел всю свою жизнь, практикуя сознание Кришны. And this John McCain and so many others like him, they're just materialists. И вот Джон Маккейн, многие другие подобные ему, просто материалисты. Why you want to control our biggest country in the world, the most powerful country in the world? Зачем ему обязательно управлять самой могущественной страной в мире? It's false ego. Это ложное эго. You can't even control your own mind. Мы не можем, не в состоянии даже свой ум усмирить. And you want to pretend to control a country, the most powerful country in the А world. мы хотим притворяться, что мы можем управлять самой могущественной страной в мире. It doesn't make sense. Это все как-то нелогично. This John McCain's a very unusual character. И этот Джон Маккейн довольно такой интересный характер. He was a Navy pilot Он был военно-морским пилотом during the Vietnam War. во время Вьетнамской войны. And he was shot down by the Viet Cong. И его сбили вьетконговцы. And he broke his hands, Он сломал себе руки, his arms. свои руки. And the Viet Cong soldiers ran up to him when he was lying on the ground after the crash. И солдаты, вьетконговцы подбежали к нему, когда он лежал на земле после падения. And he had 2 broken arms and a broken leg. У него были 2 поломанных руки и поломанная нога. And they smashed his shoulder with the butt of their guns. И они разбили ему плечо прикладами своих автоматов. And then they stabbed him twice with a bayonet. И затем еще 2 раза ударили его оружием. They kicked him. Его сбили. And he was dragged off to a concentration camp. Его приволокли в концентрационный лагерь. Somehow they lived. Но так или иначе он выжил. And for 5 years he lived in a concentration camp. 5 лет он жил в этом лагере. And he was tortured many times. И часто его пытали. Sometimes he was hung on his broken arms. Иногда его подвешивали за поломанные руки. He was electrocuted. Его пытали электрическим током. And finally, after the Vietnam War ended, he was sent back to America.
И так уж получилось, что после Вьетнамской войны его отослали в Америку. So they admitted him to a Navy hospital. И его положили в больницу, военную больницу. Some of the Navy psychiatrists examined him И его исследовали военные психиатры, to see if his mind was damaged. чтобы проверить, не повредился ли у него рассудок. So whenever he would hear keys rattling, he would start to panic, because this would remind him of the Vietnam people coming with the keys, unlocking the prison and torturing him. И когда он слышал звук гремящих ключей, он приходил в очень большую панику, потому что это напоминало ему, как вьетконговские солдаты подходили к двери, звенели ключами, открывали его и пытали. So in their report, the psychiatrists, they said about this Mr. John McCain. И в своем отчете психиатры сказали об этом Джон Маккейне. And they said two things. Сказали две вещи. He has an incredible false ego. Что у него невообразимое ложное эго. And number two, И второе, he pushes himself way beyond the normal level of expectation for a human being. Что он готов заставлять себя очень сильным образом, что превосходит способности обычных людей. Now that's all right if you're doing devotional service. Это нормально, если вы занимаетесь преданным служением. Like Hari Das Thakur, you chant 3 lakhs a day. Как вот Хари Дас Такур, он повторял 3 лака святых имен каждый день. But this John McCain is pushing himself for pratishta. Но вот этот Джон Маккейн, он выдвигает себя вперед из-за пратиштхи, Name and fame. из-за имени и славы. Wants to be the president. Хочет быть президентом. You know, it's ridiculous. Это смешно. At such an old age, В таком преклонном возрасте. one should be taking more shelter of holy name. Необходимо принимать больше прибежища у святого имени. So Kali Yuga is a very dark time. Поэтому Кали-юга является темным временем. And even these so-called leaders throughout the world, they're not really leaders. И так называемые лидеры по всему миру не являются истинными лидерами. They're simply cheating the innocent people. Они просто обманывают невинных людей. But even the people aren't innocent, Но даже и сами люди не настолько уж невинны. because they're voting for these leaders to come into power anyhow. Потому что они сами выбирают этих лидеров. So it's the cheating, it's the blind leading the blind. Все равно как слепой человек ведет другого слепого. You know, Prabhupada used to quote that from the 7th canto. Прабхупада приводил этот пример часто из 7-й песни. Yata andia, the blind leading the blind. Один слепой ведет другого. Now, Srila Prabhupada is bona fide spiritual master and disciple succession. Шрила Прабхупад является истинным духовным учителем ученической He преемственности. is not blind. Он не слепой. He has spiritual vision. У него есть духовное видение. Omagyanatimarandasya. Spiritual vision includes material vision. Духовное видение включает в себя также материальное видение. If you look after the spiritual side of life, the material side automatically falls in place. Если мы следим за развитием духовной своей жизни, то материальная жизнь она автоматически будет как выстраиваться. But if you only look after the material side of life, your life is hopeless. А если мы будем следить только за материальной жизнью, то тогда вся жизнь будет безнадежна. Because you have no spiritual knowledge. Потому что у нас не будет духовного знания. This spiritual knowledge is like a light which illuminates your life. Духовная жизнь подобна свету, который освещает нашу жизнь. So Prabhupada has that. И у Прабхупады было это. Srila Bhaktisiddhanta. Это было у Шрилы Бхактисиддханты. And you also have little bit. И у вас также это есть. And it's giving you new direction in life. Это дает вам новое направление в жизни. I see this when I stay with my parents. Я вижу это, когда живу со своими родителями. Because my mother's 82. Моей маме 82 года. And my father will be 83 on Christmas Day. На Рождество, а моему отцу будет 83. I'm not sure my mother may be 81, I'm not sure. Может быть, моей маме 81. Я точно не уверен. But anyhow, and she's in anxiety. И она пребывает в беспокойстве. And what is that anxiety? И о чем это беспокойство? Death. Из-за смерти. Very soon. That's death. Она беспокоится о смерти. She worries about
она волнуется об этом. And my grandmother was 103 when she died. Моя бабушка дожила до 103 лет. Now, when she was 85, she had cancer in the stomach. Когда ей было 85, у нее был рак желудка. And the doctors, they took her stomach out. Врачи вынули ее желудок. And she lived for another 18 years. И она прожила еще так 18 лет. But the quality of her life is terrible. Однако качество ее жизни было ужасным, жутким. I saw her when she was old. Я видел ее, когда она была старой. I'd never seen someone so old. Я никогда не видел никого другого такого старого. My babushka. Моя бабушка. No teeth. У нее не было зубов, And no eyebrows. не было бровей. And the eyes were very small, sunken. Глаза увалились, были очень маленькие. Not able to hear. Она не слышала ничего. Couldn't hear at all. Вообще ничего не слышала. Couldn't see. Не видела. Sometimes they put the TV. She lived in an old age home, and they put the TV, and then instead she's staring at a picture on the wall. She thinks that's the TV. И вот там в доме престарелых, где она находилась, был телевизор. Однако она смотрела на стену, где висела картина, и думала, что это телевизор. And invalid. Она была инвалидом. Now she should have died when she was 80. Она бы должна была умереть, когда ей было 84. Why extend her life for another 18 years? Зачем нужно было продлять ее жизнь еще на 18 лет? She suffered. Она страдала. Doesn't make sense. Это как-то неразумно. But in the name of science, we make someone live longer. Однако под именем науки мы делаем так, что кто-то живет дольше. Почему? Because they don't know you're the soul. Потому что они не знают, что вы являетесь душой. So they think when you die, bus finished. Они думают, что когда вы умираете, то на этом все заканчивается. So let's make you live as long as you can. Поэтому давайте будем следить за тем, чтобы вы прожили как можно дольше. But where's the harm in leaving your body? Но в чем проблема оставить это тело? No problem. В этом нет проблем. You're eternal. Мы вечны. You'll take birth again. Мы вновь родимся. I had an uncle who was 87, 88. Но у меня был дядя, которому было 78. And he used to like to talk. Ему нравилось говорить. He was very good at talking about anything and everything. У него хорошо получалось говорить обо всем, то есть много говорить обо всем. You know, you get people, they can't stop talking. Есть такие люди, которые никак не могут перестать говорить. And they can talk about anything. Они могут говорить о чем угодно. My uncle. Мой дядя. So when he got older, he got cancer of the throat. И когда он постарел, состарился, у него был рак горла. And he wanted to die. И он хотел умереть. He wrote a note to my mother saying he wants to die. Он написал записку моей матери, где он написал, что он хочет умереть. Because old age is so painful. Потому что старость очень болезненна. There was an old Greek fable. Был пожилой греческий Fable, old Greek mythological story. Есть такая одна мифологическая история греческая. There's one person, this one lady, she had she could ask for any wish she wanted. Одной женщине дали возможность попросить любое желание, которое она захочет. So she asked for the wish that she should never die. И она попросила того, чтобы она никогда не умерла. But she wasn't happy. Но она, тем не менее, не была счастлива. Because she just kept on growing older. Потому что она все время старела. She forgot to say for you. She forgot to ask for eternal youth. Она забыла попросить о том же, чтобы она еще к тому же не старела, чтобы в вечной юности. She just carried on growing older. Поэтому она старела, все старела и старела. She couldn't die. Но не могла умереть. That big mistake. Это была большая ошибка. So, this old age is very horrible. Поэтому старость достаточно неприятная вещь. Ужасно. And I can see with my parents also. Я вижу это на своих родителях. There is some fear of old age. Что у них есть страх старости. Yeah. But devotees aren't so concerned about dying. Однако преданные не так сильно волнуются из-за смерти.
Krishna helps us and gives us this realization Кришна помогает нам, дает нам реализации. that we're not this body, we're the soul. О том, что мы не это тело, мы душа. Soul is eternal. О том, что душа вечна. So, this is Lord Chaitanya's mercy coming through Prabhupada. И милость Господа Чайтаньи приходит к нам через Прабхупаду. And we should be very grateful to them for getting this knowledge. И мы должны быть очень благодарны за то, что мы получаем это знание. Srila Prabhupada ki jai. Any questions? Есть вопрос? Скажите, пожалуйста, какой есть методы, и один из них самый действенный, борьбы с критикой внутри, умонастроение критикующего? How to fight the critical tendency inside? Good question. Хороший вопрос. Srila Bhaktisiddhanta said, Шрила Бхактисиданта сказал: look within загляните внутрь себя and mend yourself before you look at the faults of others. и оцените себя, прежде чем вы посмотрите на недостатки других. So if you have a temperament or a nature which is critical, И если у вас есть какая-то склонность к критике, такая природа, direct it towards yourself, направьте ее против себя, not devotees. а не на преданных. Direct it towards yourself. Направьте ее на себя. We have plenty of faults. У нас у самих полно недостатков. A Vaishnava, dosa dasi, Вайшнав Адоша Дарши. adosa dasi. Dos means fault. Доша означает недостаток. Ados means no fault. А доша это означает нет недостатка. Darsi means to see. Дарши означает видеть. The Vaishnava sees with the eyes, doesn't see the faults. Вайшнав не видит недостатков. What's that mean? Что это значит? It means that they're not naive. Это не означает, что они наивные. They see with a good eye, they see with a bad eye. Они видят и хорошее, и плохое. Prabhupada used that example. Прабхупад приводил пример. But it's this good eye is more important. Они видят и хорошим глазом, и плохим, но этот хороший глаз он более важен. So, any good qualities of a devotee, we magnify, we multiply. И мы должны усиливать, раздувать любое хорошее качество, которое есть у преданных. And any bad qualities, we're aware of, but we don't emphasize it. Мы знаем, можем видеть также и недостатки, и другие плохие качества преданного, но мы их не раздуваем. Like the bee takes the honey, Вот, пчела, она собирает только мед, but the fly takes the source, а муха ищет всякие нечистоты. the cow. Even in the Bible it is said, judge not lest you also be judged. В Библии тоже говорится: не судите, и сами не будете судимы. So, any other? Неприятие Господа Нитьянанды, в кавычках. По каким признакам можно распознать в себе это умонастроение? How one can identify the mentality within himself, the mentality of not acceptance of Lord Nityananda. Well, what does it mean to accept? Что означает принимать? To follow the instructions? Это означает следовать наставлениям. That means to accept. Это означает принимать. And then to become attached means you always think about the person. Привязаться, быть привязанным, это означает всегда думать о какой-то личности. So, first one has to follow Lord Nityananda's instructions. Поэтому вначале нужно следовать наставлениям Господа Нитьянанды. First you have to accept Lord Nityananda as the Supreme Personality of Godhead. Прежде всего надо признать Господа Нитьянанду как Верховную Личность Бога.
And then you accept him as, then you accept his instructions. И затем уже принять его наставление. There was a story, a great devotee called Miniketana Ramdas. Ну и была история об одном великом преданном Минакитане Рамадас, Eternal associate of Lord Nityananda. вечный спутник Господа Нитьянанды. And he was an avadut. Он был авадхутой. Sometimes he would climb on your back Иногда бывало так, что он запрыгивал кому-то на спину, when you were bowing down. когда кто-то кланялся. And he had a little stick, like a peacock feather stick. И у него была небольшая такая палочка как с павлиньими перьями. Sometimes he would lightly touch you with his stick and in that way bless you. Иногда он слегка прикасался к вам такой палочкой и таким образом благословлял вас. Abhiram Das Thakur also had a stick called Jai Mangala. У Абирам Дас Такура также была палочка, которая называлась Джай Мангала. You could touch you with it Он касался людей. and you get love of God. И от этого прикосновения они получали любовь к Богу. But Abhiram Das Thakur used to bow down. If he bowed down to a stone and it wasn't a Shalagram Shila, the stone would split. Если он кланялся перед каменным божеством, и это божество не было перед камнем, и это камень не был шалаграм шилой, то камень раскалывался. He also used to bow down to human beings. Также он кланялся людям. And if they weren't great devotees of the Lord, they would die. Но если они не были великими преданными Господа, они умирали. Anyhow, Miniketana Ramdas, he came to the house of Krishna's Kaviraj. Минакитана Рамадас пришел в дом Кришнадас Кавираджи. And he was glorifying Nitai, Nitai, Nitai. И он прославлял Нитая, произносил его имя. And kirtan was going on in the courtyard of Krishnadas Kaviraj's house. И в доме, во дворе дома Кришнадас Кавираджи был киртан. And everyone respected Miniketana Ramdas. И все очень уважительно отнеслись к Минакитану Рамадасу. But one person didn't. Однако один человек неуважительно отнесся. And that was the Pujari who was offering the arti. Это был Пуджари, который проводил арати. His name was Gananava. Его звали Гунарнава. And he ignored Miniketana Ramdas. Он проигнорировал Минакитан Рамадаса. So Miniketana Ramdas became a little bit angry. И Минакитан Рамадас разозлился. He didn't take it personally. Он разозлился не из-за того, что к нему отнеслись He thought this пренебрежительно. person obviously is offensive to Nitya. А он подумал, что этот человек оскорбительно отнесся к Нитаю. Because I'm connected to Nitya. Потому что я связан с Нитаем. And he's not giving me any respect. Он не выражает мне почтения. It means he's not giving Nityananda any respect. Это означает, что он не уважает Нитянанду. So actually it's true. И это было правдой. This Gananavi, he had faith in Lord Chaitanya, but no faith in Nityananda. У Гунарнавы была вера в Господа Чайтанью, но не было веры в Господа Нитянанду. So Miniketana Ramdas said, "Ha! I see. This priest Gananava, he is like a second Roma Hasana." И он, Минакитан сказал, что я вижу, что этот Пуджари подобен, это второй Рамахаршана. Roma Hasana Sutta. Рамахаршана Сута. Remember, he was in Krishna Lila, Помните, это было в Кришналиле? and he was sitting on a seat like Когда он this, сидел на Вьясасане, and he was speaking, он давал лекцию. and Balaram came, Пришел Баларам, and everyone stood up, все встали, but he didn't. но он не встал. And he didn't accept Balaram. Он не принял Баларама. He was envious. Он был завистлив. So Balaram took a straw, Баларам взял травинку touched him, и прикоснулся к нему. and he died. И он умер. So second Romahasana Sutta. И он назвал его вторым Рамахаршана Сутой. And then Miniketana Ramdas broke his stick. И тогда Минакитан Рамадас сломал свою палочку. So Miniketana Ramdas Mahabhagavad. И он был Махабхагаватой. And he became angry. Он разозлился. But not for his own sense gratification. Но не из-за того, что его лично оскорбили, Because someone was offending Nitai. а из-за того, что оскорбили Нитая. So Miniketana Ramdas walked out. И он ушел. Then Krishnadas Kaviraj, he told his brother. И тогда Кришнадас Кавираджи сказал своему брату, Because his brother also believed the same thing. потому что его брат верил в то же самое. Krishnadas Kaviraj's brother had faith in Lord Chaitanya, but no faith in Nitai. У него была вера в Господа Чайтанью, но не было веры в Господа Нитьянанду. So Krishnadas Kaviraj criticized. Кришнадас Госвами, он He tried to
rectify his brother's wrong mentality. Он пытался исправить неправильное настроение своего брата. But his brother couldn't understand. Но брат его не мог понять. And then Krishna's Kaviraj, he's the author of Chaitanya Charitamrita. Кришнадас Кавирадж является автором читания Чаритамриты. He said that accepting Lord Chaitanya and rejecting Lord Nityananda was like was corrupt logic. Он сказал, написал, что если человек принимает Господа Чайтанью, но не признает Господа Нитьянанду, то это какая-то неправильная логика. Do you remember the logic he compared it to? Taking milk from the nipple of a goat's neck, right? Gee. So that night, Krishna's Kaviraj, he went to sleep. И той ночью Кришнадас Кавирадж лег спать. And Nitai appeared to him in his dream. И во сне к нему явился Нитай. Now this is interesting because Nitai appeared having a bluish body. Интересно, что в этом сне Нитай явился к нему, и тело его было синего цвета. With a beautiful turban. Он был в прекрасном тюрбане. Earrings. Были серьги, jewelry. Драгоценности. Because Nitai used to dress like that. Нитай он одевался таким образом. But he was in a bluish glossy body. Однако тело его было такого тоже сияющего синего цвета. He said to Krishna's Kaviraj, "You have done good by trying to defend me and chastising your brother." И он сказал, ты правильно поступил, пытаясь защитить и оправдать меня и ругая своего брата. Now, I want you to immediately leave and go to Vrindavan. А сейчас я хочу, чтобы ты тут же покинул дом и ушел во Вриндаван. So Krishna's Kaviraj, he woke up from the dream in ecstasy. Кришнадас Кавирадж проснулся, был в полном восторге And he went to Vrindavan. и ушел во Вриндаван. And then he heard from Raghunath Das Goswami, Lord Chaitanya's pastimes. Затем он в Вриндаване услышал от Рагунат Дас Госвами об играх Господа Чайтаньи. And in old age, Krishna's Kaviraj wrote Chaitanya Charitamrita. И будучи уже в очень преклонном возрасте, он написал читание Чаритамриты, Which is the most important of all the biographies of Lord Chaitanya. которое является самой важной из всех биографий Господа Чайтаньи. Как правильно поступать по отношению к душе, покинувшей тело родственника? Что необходимо делать? What is the proper actions regarding the soul which left the body of a relative? What should one be doing? You can pray for the relative. Можно молиться за своих родственников. When you chant Maha Mantra, you can think, I am praying for my family member. Когда мы повторяем Махамантру, мы можем думать, что я повторяю ее за своего Now, родственника. what are you praying for? И о чем нужно молиться? That they can make advancement in spiritual life. О том, чтобы они могли совершать духовный прогресс, That they can become a devotee. чтобы они могли стать преданными. You can pray like that. Так вот можно молиться. Vasudeva Dutt prayed like that. Он так молился Васудева Датта. You can also pray. И мы можем тоже так молиться. And Krishna will listen to your prayers. И Кришна будет слушать наши молитвы. And the more advanced you are, the more Krishna will listen. И чем более мы продвинуты, тем более он будет слушать. And although that family member has died И хотя этот родственник наш, может, уже умер, and already taken birth, и может уже где-то еще родился, they can be purified все равно они получат очищение based on your prayers. из-за ваших молитв. So no harm. Поэтому в этом не будет вреда. Говорите. Хорошо. А как контролировать речь, когда критика идет изнутри? И что это идет аппаратно, и что происходит после этого? How to control one's speech when he is speaking badly about the devotees, and then he understands that this is aparatha and he wants to stop, and how to control this, and what is going to be after this.
what will be the consequences? I think one has to understand what is the consequence. Вначале, нужно понятие, каковы будут последствия. If you understand the consequence of Vaishnava Aparadha, you won't perform it. И если вы поймете последствия Вайшнава Апарадхи, то тогда вы не будете ее совершать. So what is the И consequence? каковы же последствия? Srila Bhaktisiddhanta said, offenses is 1,000,000 times worse than sins. Шрила Бхактисиданта сказала, что оскорбление в миллион раз хуже, чем грехи. And Chaitanya Bhagavat, Madhya chapter 5 says, you offend the devotee, it's 100 times worse than the non-devotee. И также в читании Чаритамрити Мадхя говорится, что оскорблять преданных или критиковать преданных 100 раз хуже, чем делать это по отношению к непреданным. And Bhaktivinoda Thakur says that Vaishnava Aparadha completely disrupts one's bhakti. И Бхактивинода Тхакур также говорит, что Вайшнава Апарадха полностью останавливает наше бхакти. Like if you have flu, Как вот если у вас грипп, it's difficult to chant. трудно повторять, да? If you go hospital and have operation, Если вы в больнице и вам сделали операцию, it disrupts your bhakti. это останавливает, мешает бхакти. But Vaishnava Aparadha completely disrupts Но your bhakti. Вайшнава Апарадха полностью останавливает And then бхакти. Bhaktivinoda Thakur further says, И также Бхактивинода Тхакур говорит, that at the slightest indication of Vaishnava Aparadha, bhakti vanishes. при малейшем проявлении Вайшнава Апарадхи бхакти тут же уходит. Therefore it's called Parama Aparadha. Поэтому Вайшнава Апарадха называется парама Now Апарадха. if you understand this, you won't do this Aparadha. И если вы поймете это, то вы не будете совершать эту аппаратху. And if you have a tendency to criticize, you should do the opposite. И если у вас есть склонность к тому, чтобы критиковать, нужно делать наоборот. And the opposite means you should try to glorify. Наоборот, это значит, что вы должны пытаться прославлять.